Всем привет! В прошлом видео мы рассказали о том, как зарегистрироваться на платформе и о двух способах создания новой стратегии – с нуля и с помощью готовых шаблонов. В этом видео мы расскажем о том, как использовать бесплатные шаблоны для быстрого и эффективного старта. Итак, чтобы начать, клонируем шаблон и придумываем название для будущей стратегии. Для примера клонируем шаблон одной из самых известных стратегий – Buy and Hold. Выбираем для новой стратегии имя. На этом этапе советуем не пренебрегать названием и комментариями. Позже вам это пригодится. Нажимаем кнопку «Клонировать» и даем платформе немного времени для создания изолированного контейнера и предоставления доступа по ссылке. Теперь все готово к тому, чтобы начать свою первую стратегию. Вы можете уже на этом этапе отправить склонированный шаблон как стратегию, но в этом случае она просто не пройдет фильтр платформы и не сможет участвовать в соревнованиях. Подробнее о фильтрах платформы мы расскажем в наших следующих видео. Переходим к редактированию и разбору типовой стратегии. Платформа подготавливает виртуальную среду и библиотеку к работе. И здесь мы видим привычный UI ноутбуков Jupyter, в котором 3 файла. Первый – служебный с ID-инструментами, второй – ваша стратегия и третий – директория нашей библиотеки QNT. Нажав на ссылку, вы можете легко ознакомиться с библиотекой QNT, которая активно используется в шаблонах. Мы подробно ее задокументировали. Итак, переходим к коду стратегии. Код разделен на блоки. В первом блоке объявлены импорты библиотек и сокращения для них. В следующем описана загрузка данных по инструментам за заданный промежуток времени. Подробнее о параметрах можно узнать в комментариях к коду. На этом этапе важно помнить, что стратегия будет работать только при расчете на ликвидных инструментах. О том, что такое ликвидные инструменты, цена открытия и закрытия, сплиты и дивиденды мы подробно рассказываем в статьях, которые вы можете найти в нашем блоге или в группе ВКонтакте. Давайте перейдем в группу и найдем интересующую нас статью. Вот она. Статья «Входные данные для стратегии цена открытия и закрытия, дивидендах и сплитах». Отлично проясняет терминологию в шаблонах. Теперь, обладая знанием формата данных, терминологии и особенностями расчета, возвращаемся к практике. После редактирования стратегии для проверки эффективности выполняем ее симуляцию. Для этого используем функцию STEP. Она подает нам все данные для каждого дня симуляции. Возьмем данные ликвидных инструментов и рассчитаем веса, стоимости, нормированные на свои суммы. Очевидно, что данные торгов в отдельные дни могут быть пропущены, пока просто заполним такие результаты нулями. Вот и все. Можно возвращать вес за последний день, -1. В последующих блоках описано, как вывести статистику по вашей стратегии для ее отладки и корректировки. Как было сказано в предыдущем видео, важнейшей метрикой является критерий Шарпа. Это наш целевой показатель. Обратите внимание на функцию Print Correlation. Она поможет понять причину отсева стратегии на этапе проверки на корреляцию. Когда все готово, отправляем вывод нашей стратегии для дальнейшей оценки на платформу. Для этого просто воспользуемся функцией WriteOutput. Ежедневно наш бэктестер прогоняет вашу стратегию и бережно сохраняет статистику для ранжирования в топ и розыгрыша призового фонда. Помните, что согласно правилам участия в конкурсе, оценка вашей стратегии должна проходить на наших серверах в течение 30 минут. Поэтому мы советуем оставлять в стратегии, которую вы отправляете на соревнования, только вызовы функций, которые необходимы для расчета вывода стратегии. Удачи в соревнованиях!